Я получил комментарий, ставший моим фаворитом на долгое время. Чем больше я смотрю ваши новые короткие видео, тем больше они служат доказательством того ролика, где Виктор Гюго рассказывает о том, как люди его времени разрушали старые здания. У них была технология для имитации, которую вы сейчас демонстрируете в своих коротких видеороликах. Точно. Спасибо. Видео, где я рассказываю о Викторе Гюго, было моим способом представить мои пересмотренные тезисы. Я думал, оно как-то облегчит восприятие информации, когда по мере продвижения я буду развенчивать мои предыдущие заявления и уточнять аргументацию. Но сформулировать все это мне оказалось просто не под силу. Моя форма подачи была слишком тяжелой, и я решил избавиться от нее. Я думаю, что сейчас самое время представить мою пересмотренную гипотезу в серии коротких видеороликов, начиная с общей фабулы. Эта гипотеза основана на понимании зрителям того, что сооружения от Средневековья до наших дней вполне могли быть построены теми, кто описан в книгах по истории. Основываясь на этом, можно открыть совершенно новый путь для исследования с точки зрения уничтожения истории и создания фальсификации. Сразу оговорюсь, я признаю, что существуют невозможные сооружения, о которых нам рассказывает официальный нарратив. Это в первую очередь мегалитические штуки, пирамиды, Баальбек и так далее. Я буду ссылаться на них, когда это будет уместно, но они немного выходят за рамки моего текущего исследования. Мое внимание сосредоточено на конце Средневековья, когда, как мне кажется, произошла великая демографическая перезагрузка, и на том, что я называю Великим переходным периодом или эпохой перехода, период с 1400 года по 20 век. Итак, начнем с более широкой, более общей фабулы. Скорее всего, это не будет иметь прямого смысла, но я буду выпускать дополнительные короткие видеоролики, чтобы более подробно изучить аспекты этой фабулы. Так что не принимайте это за истину последней инстанции. Моя цель – попытаться превратить гипотезу в теорию с большим количеством подтверждающих доказательств в лабиринте потерянной гильдии и этих коротких видеороликах. Если в будущем мне потребуется внести коррективы и уточнения в тезис, я это сделаю. Средние века пришли к бурному окончанию с преднамеренно спланированными голодом, чумой, восстанием и войной. Мир погрузился во временную тьму в результате одного из самых фатальных событий депопуляции в истории. По оценкам, одна только черная смерть унесла жизни более половины населения Европы и Северной Африки и более трети населения Ближнего Востока, возможно, даже больше. Большая часть социального, экономического и технического прогресса, достигнутого в средние века, сильно пострадала. Этот прогресс был остановлен, или, другими словами, произошла большая перезагрузка населения. Слово «перезагрузка» или «сброс» означает возвращение к прежнему состоянию. Но в этой темноте начал проявляться свет и сиять все ярче и ярче. Свет Ренессанса. Ренессанс означает «воскреснуть снова» или «родиться заново». Человечество начало восстанавливаться, но что-то изменилось навсегда. Они не чинили и не восстанавливали то, что было утеряно, а начали медленно строить лучше в совершенно другом направлении, которое будет определять ход истории до наших дней. Началась отважная новая эра, и старый средневековый мир начал медленно погружаться в безвестность. Почему? Потому что во время травматического потрясения в конце Средневековья сущность, теневой синдикат или синархия, если хотите, снова воскресла, захватила власть и начала осуществлять план, который действует до сих пор. У этой сущности только одна цель – мировое господство. Это злобная сила, служащая только себе и своим целям. Это империя, стоящая выше всех империй, теневой Рим. Эта сущность движется очень медленно, часто, ловко как змея, прячась и сбрасывая кожу, куда бы ни шла. Персонажи, составляющие анатомию этой сущности, этого существа, их нелегко идентифицировать. Но эта сущность имеет очень характерный образ действий. Она действует, проникая в национальные государства. Она использует крупномасштабные постановочные мероприятия для продвижения своей повестки дня. Она организовывает эти события с конца Средневековья и продолжает делать это сегодня. Каждый раз, когда это происходит, план медленно продвигается вперед. Одной из основных отличительных черт этой сущности является религия, поклонение свету во всех формах, особенно небесному свету.
Иногда она инсценирует события, которые разворачиваются как человеческая драматизация, олицетворяющая движение небесного света над нами. Затмение — ее коронный номер. Это венец ее шахматного хода. Это погрузит мир во тьму. Одно кольцо покорит их, одно соберет их, одно их притянет и в черную цепь скует их. И это только для того, чтобы затем вернуть свет, спасителей и их решения, которые общество воспримет с распростертыми объятиями. Каждый раз, когда это происходит, эта сущность медленно продвигает свои планы. Когда эта сущность впервые пришла к власти, она успешно погрузила средневековое общество во тьму, голод и чуму, а затем восстановила свет с помощью Ренессанса. Это был один из самых больших переходов от темного к светлому затмению в истории, великая перезагрузка населения. С тех пор человечество находится под могуществом и властью этой сущности и ее колониальной мощи. Ренессанс положил начало эпохе Перехода, когда мир сдвинулся в современность. В течение первых 400 лет правления этой сущности ее основной целью было осуществление глобализации на пути к глобализму, путем соединения мира через торговлю, технологии, религию, науку и так далее. Это было достигнуто за счет инфильтрации, колониализма, рабства, индустриализации и войны. Не все принимают перемены. Появляются соперники за власть. Эта сущность должна была защищать себя и побеждать с помощью военной и имперской силы. Приходилось разделять и властвовать. Она разработала новые методы защиты и нападения. Что такое звезда? Небесный свет. Кто поклоняется свету? Ваши хозяева. Libertas sol invictus. Другой главной задачей этой сущности было стереть и заменить историю старого средневекового мира. И одним из ключевых способов достижения этого было использование архитектуры в качестве оружия для уничтожения истории. В эпоху Ренессанса эта сущность разработала новый архитектурный стиль, названный новой классикой. Это было сделано путем извлечения стилистических элементов из романского стиля Западной Европы, готической, ближневосточной и мавританской архитектуры и их объединения. Она замаскировала это. И я планирую показать вам, как это было сделано. Затем эта сущность использовала созданный новый классический стиль и техники псевдокаменной кладки, чтобы начать замену старого средневекового мира и во многих случаях фабриковать историю. И делала это большими темпами. Все началось во Флоренции, затем распространилось по Европе, а потом по всему миру. Если архитектура когда-либо выполняла альтернативную или эзотерическую функцию, то с эпохи Ренессанса она была утеряна и скрыта. Если у Америки и есть большая скрытая история, то она была утеряна здесь. Если у Британии есть большая скрытая история, то она была утеряна здесь. Эта сущность намеренно задержала промышленную революцию на 300-400 лет. Возможно, из-за страха потерять свою власть. Возможно, чтобы сначала дать населению оправиться от чумы. Технологии промышленной революции и ее мощный потенциал существовали до 1700-х годов, но в другой форме. Когда все было готово, эта сущность выпустила на свободу промышленную технологию паровой энергии и использовала ее для дальнейшего усиления своей власти над миром посредством глобализации и открытого колониализма. Она также использовала эту технологию для завершения редактирования и уничтожения средневековой истории. Она продолжала использовать новую классику как стиль архитектуры в качестве оружия уничтожения, снося старые памятники и заменяя их в этом стиле, а также ухватилась за готический стиль, чтобы завершить свою повестку дня. Это было сделано главным образом посредством двух операций – викторианской реставрации и возрождения готики. Первая заключалась в восстановлении и таким образом редактировании, разрушении и замене большинства оставшихся средневековых строений в Европе. Вторая операция – возрождение готики – распространяла готический стиль в виде новых строений по всему миру. Почему?
чтобы привить и закрепить в сознании современных и будущих поколений предвзятое представление о том, как выглядел средневековый мир. Она также использовала новую классику и возрождение готики как средство культурного колониализма, подчиняя целые народы своему культурному самовыражению, изменяя их религию, историю, образование, мифологию и так далее. Это не принадлежит Индии. Вот эта классика не принадлежит Сингапуру, это не отражает их национального самовыражения. Здесь они строят огромное классическое здание в Южной Африке. Содержит ли оно африканские культурные нотки? Это даже не принадлежит Британии. Что насчет Америки? Искоренение наследия характеризует весь этот период. Новая классика является архитектурным выражением этой глобалистской сущности и ее колониальной мономании. Означает ли это, что каждое классическое или готическое здание, построенное в эпоху Перехода, служило цели стереть то, что было раньше? Нет, но большая часть из них. Строители, производители кирпича, каменщики, декораторы, плотники, разнорабочие сами по себе были одними из самых талантливых, трудолюбивых и невероятных мастеров своего дела всех времен. Они были нашими предками, и их наследие увековечено в этих сооружениях. Мужчины, женщины и дети. Без очень хитрой и зловещей формы детского рабства не было бы промышленной революции. Империи создаются на спинах рабов. Рабочие, как свободные, так и порабощенные, были силой и талантом. Брунеллески, Палладио, Врены, Гилберты Скотты. Они были дальновидными директорами, управляющими подручными, которые гарантировали, что строения будут воздвигнуты в соответствии с определенными спецификациями, что когда они заменят или восстановят то, что осталось от старого средневекового мира, не останется ничего, что могло бы выдать их хозяев, либерально переписывающих историю. Эта цель была достигнута в конце XIX века с приходом разработанного искусственного и шаблонного камня массового производства. Думаю, поэтому мы так не строим сегодня. Но мы можем делать это. И бывает иногда, что где-то появляется невероятный собор или мечеть. Традиционная архитектура выполнила свою функцию. Заменила то, что было раньше. Или, как сказал Виктор Гюго, сетуя на то, как новая классика заменила его старый средневековый Париж, мы хотим полностью стереть все это из нашей истории. В апреле 2019 года загорелся собор Парижской Богоматери. Пожар продолжался несколько часов. Это был 666 год после окончания Черной смерти. Подходящая годовщина. Это событие также ознаменовало начало следующего этапа плана этой сущности. В нем мы проживаем прямо сейчас. Похоже, грядет 4-я промышленная революция. Такова фабула. В этом эпизоде есть преемственность. Но это несовместимо с гипотезой о невозможных строениях Тартарии. Мое текущее исследование сосредоточено на обнаружении моментов значительных изменений и потенциального стирания истории в эпоху Перехода, который я пытаюсь подтвердить и представлю вам это в этих 2 плейлистах. В следующем видео я собираюсь продемонстрировать на конкретных примерах несколько различных способов изучения архитектуры, исторических кризисных событий и исторических фальсификаций в свете этой гипотезы. Берегите себя и хорошего вам дня!